Приветствую, говорит Макс Вольф. Фюрер приказал мне в случае прорыва обороны имперской столицы покинуть Берлин и принять на себя руководство назначенным им правительством. Впервые в жизни я вынужден категорически отказаться исполнять приказ фюрера. Моя жена и дети тоже отказываются выполнить его. Иначе, не говоря уже о том, что мы никогда бы не смогли заставить себя покинуть фюрера в самую тяжелую для него минуту, просто по человеческим мотивам и из личной преданности, я до конца своей жизни чувствовал бы себя бесчестным изменником и подлым негодяем, потерявшим вместе с уважением к себе уважение своих сограждан, которое должно было бы стать предпосылкой моего личного служения делу устройства будущего германской нации и германского государства. В обстановке лихорадочного предательства, окружающего фюрера в эти критические дни, должно быть хотя бы несколько человек, которые остались бы безусловно верными ему до смерти, несмотря на то, что это противоречит официальному, даже столь разумно обоснованному приказу, изложенному им в своем политическом завещании. Я полагаю, что этим окажу наилучшую услугу немецкому народу и его будущему, ибо для грядущих тяжелых времен примеры еще важнее, чем люди. Люди, которые укажут нации путь к свободе, всегда найдутся. Но устройство нашей новой народно-национальной жизни было бы невозможно, если бы оно не развивалось на основе ясных, каждому понятных образцов. По этой причине я, вместе с моей женой и в интересах моих детей, которые слишком малы, чтобы говорить от своего имени, но которые безоговорочно согласились бы с этим решением, если бы были достаточно взрослыми, заявляю об окончательном решении не покидать имперскую столицу даже в случае ее падения, и скорее, вслед за фюрером, кончить жизнь, которая для меня лично больше не будет представлять никакой ценности, если я не смогу потратить ее на служение фюреру, оставаясь подле него. Совершено в Берлине, 29 апреля 1945 года, в 5 часов 30 минут. Доктор Геббельс. Не пройдет и 2 дней, как автора этих строк не станет. Он расстанется с жизнью в догорающем Берлине, превращенном в руины многомесячными бомбардировками западных союзников и ожесточенными боями с Красной армией. Вместе с ним жизни лишится его жена и, что самое страшное, 6 детей. Что же привело его к подобной развязке? Современный мир, как говорил Вильфред фон Оффен, на протяжении длительного времени бывший офицером вермахта и сотрудником Министерства пропаганды, безоговорочно осудил и самого Йозефа Геббельса, и дело, которому он служил. Но множество новых аспектов и деталей, частично из непосредственного окружения Гитлера и Геббельса, свидетельствуют о необходимости исправить в некоторых аспектах привычный образ имперского министра пропаганды, попрощаться с некоторыми стереотипными представлениями, некоторыми обобщенными обвинениями и некоторыми историческими фальсификациями, которые были до сих пор связаны с образом доктора Йозефа Геббельса. Итак, вашему вниманию представляется полная биография человека, имя которого, наряду с именем его фюрера, стало нарицательным. Пауль Йозеф Геббельс родился 29 октября 1897 года в католической семье Фрица и Марии Геббельс. К моменту рождения Йозефа в семье уже были 2 братьев – Конрад и Ганс. Вплоть до 7 лет маленький Йозеф был обычным, ничем не выделявшимся мальчиком, однако все изменило страшное заболевание, вероятнее всего полиомиелит – воспаление костного мозга. В результате болезни его нога стала несколько отставать в развитии. Доктора сообщили убитым горем родителям, что их сын на всю жизнь останется хромым. В будущем эта хромота станет одной из отличительных особенностей Йозефа Геббельса, а также поводом для клеветы со стороны его политических недоброжелателей. Так, Грегор Штрассер утверждал, будто бы в жилах Геббельса течет еврейская кровь, следствием чего и явилось данное увечье. Эрих Кох сравнивал Геббельса с Тейлейраном, который тоже прихрамывал и поочередно предавал всех своих сюзернов, как бы намекая, что Геббельс пока еще никого не предал, но все еще впереди. Публицист Макс Амман имел обыкновение называть Геббельса Мефистофелем, которого принято было изображать козлоногим.
Сам же Геббельс, даже будучи всесильным министром пропаганды, никогда не опровергал подобные слухи, но и не называл истинных причин своего недуга. Он вообще никогда и никому не рассказывал о ранних годах своей жизни. Даже сотрудники его ведомства, проработавшие с ним бок о бок с десяток лет, совершенно ничего не знали о его прошлом. Из воспоминаний Вильфреда фон Оффена. Факт состоит в том, что никто из членов семьи или личных сотрудников и знакомых министра, с которыми еще можно было встретиться после 1945 года, не мог дать об этом никаких в минимальной степени точных и однозначных сведений. Каждый знал о его физическом недостатке, но об этом никогда не говорилось. Также я, конечно, не хотел и не мог спросить его об этом. Не мог спросить я также его мать и его братьев. Магда определенно знала, в чем там было дело, но она молчала. Я в этом отношении получил от Геббельса лично только один единственный намек. Я однажды мимоходом упомянул в разговоре с ним, что у нас есть некоторые трудности с нашим старшим сыном. Еще в начале войны, когда я был в Польше на фронте, он в возрасте почти 2 лет стал жертвой полиомиелита, и у него теперь были проблемы с одной его отстававшей в развитии ногой, хотя он в остальном хорошо перенес эту коварную болезнь. Поздно вечером, когда доктор, как обычно, уходил с несколькими книгами или пластинками в руке, он со словами «Вы его знаете?» протянул мне роман еще живого тогда английского писателя Сомерсета Моэма, который принадлежал к кругу его любимых современных рассказчиков. Я его не знал. «Тогда прочтите когда-нибудь», — сказал Геббельс и попрощался. Я прочел роман. Это было мастерское изображение развития молодого человека, которому пришлось тяжело страдать из-за деформированной ноги, психически еще больше, чем физически. Этот физический недостаток формировал весь его характер и всю его будущую жизнь. Роман захватил меня, так как я на каждой странице должен был думать и о моем собственном мальчике. Но дал ли мне Геббельс прочитать эту книгу именно по этой причине? Может быть. Сегодня, тем не менее, я полагаю, что он мне, как отцу настолько же сильно пострадавшего от судьбы человека, хотел помочь понять его, Геббельса, сущность и бытие. Поэтому я склоняюсь к логичному предположению Хайбера, что косолапость Геббельса была последствием полиомиелита в его раннем детстве, болезни, покалечившей его ногу. И тем не менее, скрывать Геббельсу было нечего. В своей юности он не испытывал нужды, как Гитлер, не увлекался наркотиками, как Гёринг. За ним не охотилась уголовная полиция, как за рядом видных НС-деятелей. Будучи выходцем из небогатой семьи, молодой Йозеф сторонился сверстников, в чьи игры он не мог играть в силу своего недуга. Страдая из-за этого, он всеми силами старался доказать всем свое умственное превосходство, радуясь возможностям уязвить или умело поставить на место своих одноклассников, из-за чего о нем скоро стали говорить как о заносчивом и неуживчивом ребенке. Общество взрослых его также тяготило, в основном потому, что он не мог выносить их сочувственные реплики и взгляды. Даже для собственных братьев он был несколько чужим. Единственный человек, которого Йозеф обоготворил, это его мать, Мария. Его восхищала ее скромность и выдержка, но более всего ее вера. Вплоть до последних дней жизни Йозеф помнил случай из детства. Его отец умирает от воспаления легких. Врачи умывают руки и не уходят, но мать призывает детей, велит им взяться за руки и возносить молитвы. Совершается чудо. Отец встает со смертного одра. Возможно, история эта несколько приукрашена. Несомненным остается одно. Геббельс на протяжении всей жизни восхищался теми, в ком была истинная вера. Мать Йозефа была из всех членов семьи, продолжает фон Оффен, с которыми я познакомился, человеком, производившим самое сильное впечатление. Она, разумеется, получила лишь скромное образование, но вовсе не была неграмотной, которая якобы не могла сказать ни одного слова на литературном немецком языке, как это описывают некоторые биографы. Она говорила мало, но все, что она говорила, имело смысл. Какой бы скромной и сдержанной она ни была, она все же обладала необходимым авторитетом, чтобы удерживать вместе эту семью на определяемом отцом трудном пути вверх. Крутой подъем у этой семьи, несомненно, никогда не удался бы без матери. Геббельс восхищался ясностью ее ума и ее здравым смыслом еще на старости лет. Он охотно говорил с нею также о трудных проблемах политики, чтобы услышать ее мнение. Она была для него чем-то вроде голоса народа. К ее глубокой набожности он испытывал самое большое уважение.
даже если он ее с ней больше не разделял. Набожность придавала ей уверенность и уравновешенность, силу ее личности. Будь у него силы, Йозеф пошел бы работать на фабрику, однако этот путь был для него закрыт. Но его интеллект открывал перед ним новые возможности. К тому времени мальчик уже изучал латынь и древнегреческий, читал Вергилия и Цицерона. Мария настаивала на том, чтобы он пошел в священники и в будущем стал епископом. Местное католическое общество выделило перспективному юноше стипендию на первые годы обучения. В то же время, по свидетельствам матери, увечье оттолкнуло юного Йозефа от Бога, породив в нем скепсис. Если судьба обошлась с ним столь сурово, как уж тут поверить в высшую справедливость? Его отец, Фридрих или Фриц Геббельс, видел в своем третьем ребенке ощутимую возможность успешно начатого им подъема из одного слоя общества в другой, более высокий. Он использовал эту возможность, но два старших брата и две сестры, из которых одна умерла в юном возрасте, не должны были при этом как-то ущемляться. Фриц Геббельс своим трудом поднялся на фабрике фитилей в Райтте, от мальчика на побегушках через квалифицированного рабочего к мастеру на заводе, и благодаря самообразованию к писарю, бухгалтеру и, наконец, к прокуристу, доверенному лицу фабрики. Он окончательно сменил синий воротник своей рабочей одежды на белый. 1 августа 1914 года разразилась Первая мировая война, навсегда изменившая этот мир. Геббельс присоединился к своим сверстникам, желавшим добровольно отправиться на фронт. На призывном пункте врач пожалел юнца и провел тщательный осмотр, хотя мог бы этого и не делать. Но вердикт был неминуем – к военной службе негоден. Для молодого Йозефа это стало страшным ударом. По возвращению домой он заперся в своей комнате и зарыдал. То, что Геббельс принял так близко к сердцу, когда его не взяли в армию как добровольца, вполне понятно при том патриотическом воодушевлении, которое охватило в 14 году весь немецкий народ. Оба брата Йозефа, старше его на 4 и на 2 года, тоже вызвались добровольцами и, естественно, были приняты, и при этом он должен был оставаться дома. Однако было также еще кое-что иное, что вызвало такой приступ отчаяния в этом молодом человеке, а именно та безгранично горькая обида человека, исключенного из общества из-за его физических недостатков. Обида, которую он уже чувствовал, когда не мог участвовать в детских играх, или когда ему, жестоко, как поступают дети, кричали вслед злые слова или даже подставляли подножку. Это была обида, которая еще сильнее охватывала его, когда ему приходилось смотреть, как его ровесники на танцплощадке толпились вокруг девочек, на которых он мог только издалека бросать взгляды. Но единственной тропой, возможной для него теперь, была учеба. За 5 лет учебы Геббельс сменит 8 университетов – Бонн, Фрайбург, Хайдельберг, Вюрцбург, Кёльн, Франкфурт, Берлин, Мюнхен. Он изучал все – философию, литературу, историю искусств. Еще в летнем семестре 1918 года во время учебы во Фрайбурге он получил прозвище Геббельс фон Улекс, отсылка к Одиссею Улису, хитроумному. «Что я в самом деле изучаю?» – писал он. «Все и ничего. Я слишком ленив и, думается, слишком глуп для какой-то отдельной дисциплины. Я хочу стать мужчиной. Я хочу стать великой личностью». Это как сказка о гадком утенке, в котором самый жалкий из всех птенцов превращается в конце концов в гордого лебедя с шумным взмахом крыльев, поднимающегося ввысь над своими братьями. Это сравнение само собой напрашивалось, когда я смог наблюдать моего шефа вместе с его братьями, и прежде всего с их женами, которые в их хороших платьях из черного шелка, смущенно сложив руки на животе, робко рассматривали окружающее их министерское великолепие. Присев только на самый краешек кресел, они украдкой время от времени ощупывали скатерть или занавеску, и им, наверное, так хотелось спросить заловку о том, сколько же все это стоило. Семейное сходство между братьями было несомненным. Все трое были невысокого роста, с темными волосами и глазами, и с живым темпераментом. Все трое говорили со свойственной их рейнской родине интонацией. Также оба других брата кое-чего достигли в жизни. Ганс, самый старший брат, стал директором страхового общества в Дюссельдорфе. Конрад же руководил партийным издательством во Франкфурте на Майне. Также оба они носили золотой партийный знак.
И так они, в противоположность их отцу, который до самой смерти 7 ноября 1929 года, как добрый католик, недоброжелательно относился к национал-социализму, определенно позволили идее своего брата убедить себя, что точно не пошло им во вред. Но вопреки всей этой похожести, едва ли можно было поверить, что все они происходили из одного и того же гнезда. Эти два брата произвели на меня приятное, но явно не захватывающее впечатление. Это были типичные представители хорошего немецкого среднего сословия, так что величина и необычность третьего еще сильнее выделялась на фоне их общества. Когда Йозефу был 21 год, неожиданно закончилась война. Великая эпоха античных героев подошла к концу. Награды исчезли с мундиров демобилизованных солдат, которые вмиг превратились из примеров для подражания в пособников империализма, преступников и реакционеров. Дальнейшее развитие Йозефа Геббельса было во многом определено увиденным им в стенах университета. Последний наполнился людьми на костылях, с пустыми рукавами и разорванными лицами. В институтской среде произошел раскол. Одни желали сбросить иностранное иго, восстановить монархию и поквитаться за унижение своей родины. Другие с вожделением смотрели на Восток, на события, происходившие в Советской России. Были и те, кто питал иллюзии относительно демократического будущего Германии, хотя таких было и меньшинство. Молодой Геббельс, как и все национально настроенные немцы, просто не считал возможным, что после всего того, что совершил немецкий народ в этой войне, могло дойти до такого. Еще несколькими месяцами раньше он в письме матери высказывался в этом духе. Теперь мир для него рухнул. К его очень личному социальному разочарованию теперь добавилось и национальное. В аудиториях немецких высших школ происходили возбужденные политические споры. Об одном таком споре в момент упомянутых исторических событий Геббельс сообщал 13 ноября 1918 года из Вюрцбурга своему другу и школьному приятелю Фрицу Прангу. То, что случилось так внезапно, ставший совершеннолетним студент обозначал в этом письме как низменную, пустую массовую суету. Он призывал друга, чтобы тот, как он, с помощью упорного духовного обучения готовился к моменту, когда народ снова призовет дух и силу. Он утешал его метафорой: когда вино бродит, все плохие составные части поднимаются на поверхность, но потом эту пену снимают, а превосходное вино остается. Хуже того, началась инфляция. Богатые еще вчера люди становились в бесконечные очереди безработных. Ушлые иностранцы скупали недвижимость, а сам Геббельс, и до того живший небогато, не мог позволить себе питаться более одного раза в день. К Йозефу Геббельсу деньги поистине не текли, ни из кармана его отца, который как бухгалтер зарабатывал в то время примерно 350 марок в месяц, ни из кассы Кёльнского союза Альберта Великого. После первоначальных 180 марок стипендиант в течение следующих 5 семестров неоднократно получал последующие маленькие пожертвования, в целом не больше, чем 960 марок. И даже это всегда только после новых просительных писем, в которых Геббельс должен был апеллировать к благотворительности католических единоверцев. При этом это были вовсе не благотворительные пожертвования, которые он получал от Союза, а заем, правда беспроцентный, который он должен был вернуть до Геллера и Пфенинга. Он также делал это, разумеется, с самыми большими трудностями, причем ему не только угрожали судом и описью имущества должника, но даже отправили к нему в дом судебного исполнителя, который, однако, не нашел там ничего, кроме радиоприемника. Ряд судебных процессов привел, наконец, к тому, что Геббельс смог выплатить свои долги настойчивому кредитору в рассрочку 4 частями. Тогда он уже был, внимание, гауляйтером Берлина. Внешне же Геббельс сохранял достоинство. Он был безукоризненно вежлив, каштановые волосы всегда аккуратно зачесаны назад, худой молодой человек с лицом аскета. Что удивительно, так это то, что политика в то время его интересовала мало. Молодой Геббельс всецело увлечен миром литературы. В то же время Йозеф впервые влюбляется. Передо мной сидела юная студентка. Что за удивительное создание? Шелковистые светлые волосы сплетались в тяжелый узел на прелестной шее, словно выточенный из белого мрамора. Она задумчиво смотрела в окно, а стыдливый солнечный зайчик плясал вокруг ее головы. Я прислушался к ее неровному дыханию. Я ощущал тепло ее тела, вдыхал аромат ее волос.
Рука ее небрежно покоилась на столе. Длинная, узкая, белая, как свежевыпавший снег. Часами я бродил ночью, светлый от звезд. В душе моей звучала прекрасная музыка. Все во мне пробуждалось к новой жизни. Ее звали Анке, и пусть их идиллия продлилась всего 4 месяца, он не смог ее забыть. Спустя 10 лет, уже будучи министром пропаганды, он поведал приятелю свою историю, заключив: «Она предала меня ради молодчика с туго набитым кошельком. Он мог позволить водить ее в рестораны и на представления. Какая глупость. Разумеется, наша связь не могла продолжаться вечно, но так как я был ее первым любовником, я бы женился на ней. Представь себе, сейчас она была бы женой министра пропаганды. Должно быть, она кусает локти от досады». Как бы то ни было, к тому времени Анке уже успела развестись и остро нуждалась в хоть какой-то работе. Геббельс зла не держал, устроив свою первую любовь на работу в журнал Die Dame. Сама же Анке никогда не делала тайны из былых отношений с Геббельсом, часто показывая друзьям книгу песен с его дарственной подписью. Также его вторая большая любовь, которая привела к официальной помолвке с Эльзой Янке, была отодвинута им на второй план. Мать избранницы была еврейкой. Значит, и сама Эльза, согласно иудейским законам, была еврейкой, а согласно более поздним нюрнбергским законам, полуеврейкой. Их отношения были особенно тесны еще и потому, что Эльза в Райте была учительницей его нежно любимой маленькой сестры Марии. Кроме того, она была подругой некой Альмы, которая со своей стороны была партнершей Фрица Пранга, друга юности Йозефа. А тот, как старейший член партии с 1922 года, позже связал Геббельса с Гитлером и его партией, о которых тогда еще интересующийся исключительной литературой Геббельс пока ничего не хотел знать. Именно маленькая Эльза, благодаря своим семейным связям, смогла помочь пребывающему в постоянной нужде молодому доктору получить работу в банке, когда он зависел от благосклонности своей семьи и жалких доходов от любой случайной работы, в один из самых тяжелых в экономическом отношении периодов. 5 лет, до 1926 года, продолжалась эта помолвка. Она была расторгнута Геббельсом, когда ему через общего друга Фрица Пранга представился шанс политической карьеры в НСДАП. Уже в июне 1923 года, когда он, вопреки более поздним вставкам в его романе «Михаэль», еще вовсе не пришел к партии Гитлера, он писал своей невесте: «Я хотел бы в новом мире стать тем, чем я не могу быть сегодня. И если это новое время придет слишком поздно для меня, все равно хорошо, ведь это велико и прекрасно быть зачинателем великого времени. Мы будем той закваской, которая осуществляет революцию и приносит новую жизнь». Осенью 1926 года этот момент настал. Тогда он получил приглашение в Мюнхен. Маленькая Эльза провела его до вокзала. Он попрощался с нею навсегда. Он не мог связать свою жизнь с полуеврейкой. Но в то время был еще один человек, знакомство с которым оставило на Йозефе Геббельсе свой отпечаток. Ветеран войны Рихард Флискес. Обладая многочисленными наградами за отвагу, он, тем не менее, не обладал столь же глубоким умом, как Йозеф. Но именно он втянул молодого Геббельса в политику. «Всякий мужчина, ставший отцом, тем самым уже связан с политикой». Эта фраза, использованная Геббельсом в его автобиографической книге «Михаэль», принадлежала именно Рихарду. Последний ненавидел войну, ненавидел кайзера, ненавидел либералов. Он был коммунистом. Так Йозеф начинает свое знакомство с работами Маркса и Энгельса, трудами Ратенау. Заинтригованный Геббельс пишет около 50 статей для берлинской газеты «Берлина Tageblatt». Главный редактор отвергает их все. Как же так получилось, что такой иной Флискес оказывает на молодого Геббельса столь сильное влияние? Вера. Пусть и не обладая утонченным умом, Рихард искренне верит в то, о чем говорит. Это и подкупает Йозефа. Примерно в то же время он читает Достоевского, чьи труды находит крайне интересными. Флискеса он также увековечил в своем романе словами: «Ты стоишь, чтобы, как аттестат зрелости, получить новую повязку на простреленную руку, серый шлем на пробитую голову, грудь в крестах вместо уютного бюргерства. Поскольку тебе неизвестны некоторые закономерности, можно постановить, что ты еще не слишком зрел». Нашим ответом было революция. Выражаясь более прозаически, крестьянскому сыну Флисгесу в 14 году на явочном пункте добровольцев повезло больше, чем его другу Йозефу.
Он получил тяжелое ранение, был удостоен высокой награды и уже в 1917 году уволен с военной службы в гражданскую жизнь. Дружба Флизгеса и Геббельса была доказательством того, что противоположности притягиваются. Флизгес был высок, статен, с яркой внешностью. Он мог воспринимать, но у него не было способности включать прочитанное и услышанное в контекст собственной концепции. Геббельс восхищался Флизгесом, у которого во внешности было все, чего был лишен сам Йозеф. И Геббельс поддался влиянию Флизгеса даже в умственной области, или все же по меньшей мере черпал от него вдохновение, хотя он очень хорошо знал, что сам намного превосходил Флизгеса в этом отношении. Однако влияние Флизгеса не длится долго. Через год их дружба перерождается в череду бесконечных интеллектуальных баталий. Геббельс наконец видит Флизгеса насквозь, видит, что тот на самом деле под своей верой в коммунизм прячет абсолютный нигилизм, презрение и ненависть к своему собственному народу. А ведь сам Достоевский называл немцев великой, гордой и особой нацией, заслуживающей уважения. По Достоевскому вера в немцах была оправданной. Англичане – нация дельцов, а французы – дикое смешение рас и народов, создавшее нежизнеспособную демократию. Так начинается путь Геббельса к национализму. Достоевский верил в особое предназначение России, и Геббельс теперь верит в то, что и Германии предстоит оставить свой особый след в истории, в современной ему истории. В своей автобиографии он писал: «Я много времени провожу в кафе и встречаю множество людей из разных стран. Поэтому я все больше и больше люблю все немецкое. Увы, это стало редкостью в нашем Отечестве». Одновременно с этим Геббельс становится антисемитом, что определенным образом разделило его жизнь на две половины, поскольку большинство людей, кем он восхищался в интеллектуальном плане, были евреями. Его профессор в университете, главный редактор газеты, куда Геббельс отправлял свои статьи, Вальтер Раттенау, в конце концов и сам Карл Маркс, он же Мозес Мордехай Леви. Йозеф Геббельс оборвал все связи. Разорвал он также и дружбу с Флизгесом, который теперь стал воплощением того, что Геббельс презирал. Вскоре Рихард погибнет под завалами шахты, в то время как Йозеф Геббельс встретится с человеком, которому удастся сделать то, что было не под силу Флизгесу – повести за собой не только Геббельса, но и весь немецкий народ. Он пришел к Гитлеру обходными путями, не прямо как так называемая «старая гвардия», из насыщенной табачным дымом и запахом пива атмосферы мюнхенских пивных, а через строгое воспитание в университетах Германии. Вот цитата одного из писем Геббельса того времени. «Только одиночка и лишь он один находит крик, который с силой вырывается из обремененной виной и муками души, крик из глубины беды. Да здравствует республика!» Так кричат они там снаружи. Но что нам до республики? Да здравствует Германия! В своей диссертации Геббельс оставался объективным на академическом уровне. Но он цитировал Достоевского, о котором мы знаем, что он пробудил у Геббельса сомнения в его католической вере. «Разум и наука», говорится в приведенном Геббельсом отрывке из «Бесов», в жизни народа теперь и с начала веков исполняли лишь должность второстепенную и служебную, так и будет исполнять до конца веков. Народы слагаются и движутся силою иною, повелевающую и господствующую, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца, и в то же время конец отрицающая. Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти. 21 апреля 1922 года Геббельс с этой чрезвычайно примечательной работой, которая частично была почти пророческим предвосхищением грядущих роковых процессов, получил степень доктора наук. Спустя почти 11 лет, когда доктор Йозеф Геббельс получил подписанное Гинденбургом постановление о назначении его имперским министром народного просвещения и пропаганды, он стал частью той повелевающей и господствующей силы, которая, по формулировке Достоевского, в будущем должна была двигать немецкий народ на его пути вперед. Мюнхен в те годы являл собой абсолютную противоположность Берлину. Последний был символом разложения и вседозволенности, и
имел репутацию красной столицы Европы, в то время как Мюнхен был центром сосредоточения праворадикальных сил. Именно там оказался Йозеф Геббельс. В 1922 году бойцы так называемого «Черного Райхсвера» убили министра иностранных дел Веймарской республики Вальтера Ратенау, которым ранее столь восхищался Геббельс. Теперь же он сидел за одним столом с людьми, чьи товарищи совершили столь громкий поступок и хвалились этим. Годы спустя Геббельс выпустит ряд статей, прославляющих убийц своего былого кумира. И вот Йозеф Геббельс отправился на митинг очередной националистической партии. Внимание его привлек размах. В крупнейшем мюнхенском зале Крона-цирк яблоку было негде упасть. 8 тысяч собравшихся были огромной цифрой для города с полумиллионным населением. На трибуне стоял человек. Его невозможно было разглядеть из-за света софитов. В программе значилось «Герр Адольф Гитлер». Я с трудом осознал, что кто-то поднялся на трибуну и стал говорить. Вначале с некоторым колебанием, как бы подыскивая слова поточнее, чтобы выразить величие мысли, которые были тесны рамки обычного языка. Потом вдруг речь обрела невиданную силу. Я был захвачен, я вслушивался. Толпа встрепенулась. Осунувшиеся серые лица озарила надежда. Кое-где люди потрясали кулаками. Сосед расстегнул воротник и утирал пот со лба. За пару мест от меня старик-офицер плакал как дитя. Меня бросало то в жар, то в холод. Я не понимал, что происходит. Это было похоже на канонаду. Я не смог сдержаться. Я закричал «Ура!» и никто не удивился. Человек, стоявший наверху, встретился со мной взглядом. Его голубые глаза словно зажгли меня. Это был приказ. В одно мгновение я переродился. Теперь я знал, каким путем мне идти. Годы метаний и сомнений остались позади. Гитлер не оставлял места скептицизму и инакомыслию. Он говорил, а толпа рукоплескала. Он диктует свою волю, а его последователи клянутся ему в верности. Что же привлекло Геббельса именно в этом ораторе из правого крыла? Вера. По его словам, Геббельс никогда с тех пор, как покинул родной дом, не встречал человека, преисполненного столь нерушимой верой. В тот же вечер Йозеф Геббельс подошел к столику у входа и поставил свою подпись на заявление о приеме в партию. Он получил билет за номером 8762.